Господин Паладин, господин Паладин, вам не стоит сейчас атаковать гоблинов. Я только-только усыпила их своей мелодией. Вам не стоит об этом волноваться, господин. Они пробудут во сне еще очень долгое время. Конечно. Я вижу, что вы очень долгое время находились в бою. Вам стоит сейчас отдохнуть. О, я вижу, что вы ранены. Позвольте мне заняться вашими ранами. Я, конечно же, не целительница и даже не клерк, но парочку исцеляющих заклинаний знаю. Они бывают очень-очень полезны в путешествиях. Вам не стоит об этом волноваться, господин. На усыпляющую мелодию тратится не так уж много маны, как вам кажется. Поэтому я спокойно могу исцелить вас. Ну же, ну же. Это меньшее, что я могу сделать для вас. В обмен на то, что вы пришли мне на выручку. Если бы не вы, осталась бы здесь моя лютня, одна-одинешенькая. Ах, скучала бы, наверное, по мне. А что это вы так весело усмехаетесь? Это же не просто инструмент. Это мой старый друг. А знаете, сколько мы с ним вместе приключений пережили? Сколько прекрасных песен сочинили. Однажды мы даже исполняли целый концерт в желудке у дракона. Но это долгая история. Я расскажу вам о ней как-нибудь потом, если, конечно, вам будет интересно. Поэтому да, мы с моей лютней очень многое пережили вместе, и думаю, что без меня ей было бы очень и очень одиноко. Кто знает, в какие она бы потом руки попала. Возможно, бренчал бы на ней потом какой-нибудь шаман-гоблин. Бррр, даже думать об этом не хочу. Бедная, бедная моя лютня. Она бы такого не пережила. Но благодаря вам, господин Паладин, ни мне, ни лютне волноваться об этом уже не о чем. Как, собственно, и о ваших ранах. Они уже все исцелены. О, неужели? Вы выглядите таким удивленным. Дайте угадаю. Вы подумали, как ей удалось исцелить такие раны так быстро? Ну что же, пускай это будет моим секретом. Ой, как же мои манеры. Я так и забыла вам представиться. Меня зовут Лина, и я странствующий бард. Рада с вами познакомиться, господин Паладин. Я так счастлива, что вы пришли сегодня мне на выручку. Не каждый бы мог так, как вы, справиться в одиночку со всеми этими гоблинами. Ах, жалко, что мы не успели вовремя нейтрализовать того шамана, и он смог призвать подмогу. Но ничего страшного. Да. Моя мелодия еще довольно долго продержит их во сне. Поэтому, если вы чувствуете себя утомленным, нам не стоит сейчас продолжать бой. Вы можете еще немножечко отдохнуть и набраться сил.
Вам интересно, с кем я обычно путешествую? Как бы так и ответить-то вам? Обычно я путешествую только со своей людней, но иногда, если нам позволяют, то мы присоединяемся и к другим путешественникам, а также авантюристам. А мне не впервые работать в команде, если вас интересует это. Только вот людь моя не такая уж дружелюбная, к сожалению. Иногда она наотрез отказывается работать вместе с магами или другими целителями в отряде, что вызывает некоторые неудобства. Поэтому нас, к сожалению, не так уж часто приглашают другие авантюристы. О да, это совершенно необычная лютня. Она мне досталась от моего прапрадедушки. Когда-то давным-давно он путешествовал вместе с ней. Что? Фуф, это же так скучно, просто выступать в городе. Не, такое совсем не для нас. Гораздо интереснее отправляться в путешествие. Это же, можно сказать, отправляться на поиски интересного материала для песен, историй и рассказов. Никогда не знаешь, что тебя ждет там, дальше, за поворотом. Ну да, порой можно вот так, как и сегодня, нарваться просто на злобных и голодных гоблинов. Но мне так повезло, что вы пришли на выручку. Я очень-очень вам благодарна, господин Паладин. А? Правда? Неужели? И вас совершенно не смущает моя лютня? Ой, что вы, моей лютне вы очень сильно понравились. Да и не только ей на самом деле. Я была бы только рада присоединиться к вам. Но спешу вам сразу сообщить, что я все-таки довольно обычный бард. Я могу сыграть парочку мелодий для повышения ваших характеристик, а также храбрости. Я также могу спеть мелодию сна или, например, замедления. Но, к сожалению, я не так много знаю боевых песен, чтобы помогать вам в бою как полноценный маг. Мои исцеляющие мелодии нисколечко не лучше, чем у полноценной жрицы или, например, бутылочка обычного исцеляющего зелья. Вас правда устраивает такой расклад событий? А вы довольно необычный человек для паладина, да? Хотела бы я узнать вашу историю. Хотя, возможно, мне предоставится такая возможность в нашем с вами путешествии, да? Так все же, какие у вас планы по поводу этих спящих гоблинов? Вы собираетесь победить их всех? В целом, я, наверное, смогла бы сыграть еще одну усыпляющую мелодию. Да, времени осталось не так уж и много. Скоро они начнут просыпаться. Но я так рада, что смогла выиграть для вас немножечко времени вместе с моей лютней. Ну что же, господин Паладин, если вы отдохнули, то я и лютня готовы исполнить еще одну усыпляющую мелодию, чтобы поддержать вас в бою. Да.
гоблины вот-вот уже проснутся. Давайте же расправимся с ними вместе как можно быстрее и отправимся в наши новые приключения. Я уже жду не дождусь. Сколько же новых песен я смогу посвятить вашим подвигам.